Самый теплый, самый солнечный, самый гостеприимный город Шымкент. Его по праву можно назвать кормильцем Казахстана. Овощи, фрукты, арбузы, дыни едим всей страной с превеликим удовольствием. И, кстати, с недавних пор это город республиканского значения. Он не перестает развиваться и расти, его площадь составляет 1170 квадратных километров. Это, кстати, больше, чем Москва. А протяженность дорог более 2000 километров. Это самая большая протяженность в Казахстане. И, конечно же, я с превеликим удовольствием прогуляюсь по улицам Шымкента. Но у меня всего день, поэтому выбирать придется очень и очень хорошо. Но и самое главное, в Шымкенте умеют много и очень вкусно готовить. Поэтому это будет самое сытное путешествие в этом сезоне. Кухня KZ – это проект, в котором казахстанские знаменитости исследуют разные уголки Казахстана, чтобы найти в них самые уникальные рецепты национальной кухни. Шымкент. В исторических хрониках Шымкент упоминался в VI веке нашей эры как пригород могущественного города Сайрам, одного из красивейших городов Востока и отправной точки на казахском участке Великого Шелкового пути. Здесь свои собственные караван-сараи имели купцы из Бухары, Мерва и Самарканда. Город населяли в основном ремесленники, гончары, стеклодувы, ювелиры и кузнецы. Они сбывали свою продукцию купцам, а уже потом она разлеталась по всему миру. Итак, мы прибыли в Шымкент, а позади меня находится одна из самых главных достопримечательностей города – памятник Байдыбек-Би. Это один из самых высоких памятников в стране. Байдыбек-Би участвовал в объединении казахского народа и являлся предком таких племен, как Албан, Дулат и Суван. Поэтому и высота его вполне оправдана. А впереди меня Шымкент как на ладони, и говорят, что это город удивительных контрастов. И это неудивительно, потому что городу более 1000 лет, и все это время он объединял в себе самое лучшее из самых разных культур. И, наконец, друзья, к нам присоединился наш эксперт по Шымкенту, мой коллега Аят. Аят, скажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно Дендропарк? Али, добро пожаловать в Шымкент. Дендропарк я выбрал, потому что это одно из самых излюбленных мест наших местных жителей, а также молодожен, потому что в сезон свадеб, то есть летом, здесь можно встретить десятки пар, которые параллельно отмечают свои свадьбы. Очень много молодых людей. Также это такой зеленый остров в центре города, как вот Центральный парк в Нью-Йорке. Здесь есть беговые дорожки, велосипедные дорожки, то есть горожане проводят свой досуг. Кстати, друзья, Дендропарк был открыт в 1979 году. Здесь представлено более 600 видов травянистых растений, а также представлена и фауна в виде белок, косуль, пятнистых оленей и павлинов. А в озеро Дендропарка были выпущены мальки толстолобиков, а также там обитают утки, гуси и лебеди. Ну что ж, по-моему, аппетит мы нагуляли достаточно, поэтому я предлагаю попробовать ту самую легендарную тандырную самсу. Да, пойдем. У нас самса тандырная, это как стритфуд. Есть целые улицы, где продают самсу. Готовят ее тоже по специальному рецепту. У каждого он свой. Мясо проходит мариновку, добавляют туда специи. Дай угадаю, рецепт секретный, да? Рецепт, естественно, это секретный рецепт. У каждого он свой, как я говорил. И... На самом деле, есть несколько точек в мире именно стритфуда, которые получали мишленовские звезды. Поэтому не обязательно быть фешенебельным рестораном, чтобы стать на весь мир популярным. Я считаю, что наша самса тандырная имеет все шансы стать на весь мир популярным. Когда-нибудь мы получим. Аят, я думаю, настало время узнать ответ на главный вопрос, на причину моего приезда сюда. Что является главным блюдом здесь, в Шымкенте? Что жители считают своим главным достоянием в кухне?
Поэтому, пока я буду опрашивать местных жителей, я прошу тебя найти лучшего повара в Шымкенте. Ну тогда я пойду. Давай. Шымкентте қай тағамды жақсы дайындайды? Плов. Сіздің ойыңызша Шымкентте қай тағамды ең мықты дайындайды? Палау. Өздіктер палау жақсы дейді. Палау. Болды. Онда суретке түсейік. Ben түсіріп жіберіңіздерші. Палау. Қайтағанда? Палау. Палау. Сіздікі? Мартов. Палау. Снова плов. Здесь классно бешбармак готовит. Бешбармак. Все. Да. Спасибо. Как ты думаешь, какое блюдо готовят лучше всего в Шымкенте? Какое блюдо? Да. Для меня стейк. Давайте спросим теперь мнение взрослых. Цик-цик. Аға, сіздің пікіріңіз бізге өте маңызды. Сіздің ойыңызша Шымкентте қай тағамды өте жақсы дайындайды? Етті жақсы дайындайды. Және палауды жақсы, және қуырманы жақсы дайындайды. Болды. Көп-көп рахмет сіздерге, аман болыңыздар. Да, жақсы, сау Кездескенше. Рахмет. Ну а теперь, друзья, мы находимся в очень особенном месте, в художественной галерее семьи Бейсбековых. Смотря на все эти изделия, я наткнулся и на мысль, которая, в принципе, до этого у меня, наверное, не возникала. Дело в том, что раньше ведь действительно основной валютой было именно наше животноводство. То есть все торговые отношения и даже семейные традиции были связаны именно с рукоделием и именно с животными. То есть это все развилось в неповторимую технологию, которую, наверное, сейчас можно повторить, только сохраняя все самые основные принципы рукоделия и этого искусства. Давайте познакомимся поближе и спросим, например, как это все изготавливается. Мадина, саламатсыз ба? Саламатсыз. Дәл қазір сіз не тоқып жатсыз? Мен қазір тоқыма өнерінің бір түрі, бұл терме алаша деп аталады. Соны тоқып отырмын. Қаншалықты қиын? Енді өнердің барлығы инемен құдық қазғандай дейді ғой, сол сияқты. Өнердің жаңағы оңайы жоқ. Барлық өнерді сүйіп жасасаң, ол әрине өзіңе жеңіл болады. Шамасымен осы жобаның бітуіне қанша уақыт қажет? Бір айдың көлемінде бітеді. Қанша жыл бойы сіз осы өнермен айналысып жатсыздар? Мен осы 2002-ден бастап жаңағы Әбілхан Қастеев атындағы көркемсурет колледжіне түстім. Сонда мен тоқыма өнеріне мамандығына түсіп, сол кезден бері осы тоқыма өнерінің қыр-сырын меңгерумен айналысып жүрмін. Көп-көп рахмет сізге. Сәттілік тілейміз, бәрі ойдағыдай шықсын, және де жоспардан шықпай, шынымен де сапалы дүние шықсын. Көп рахмет. Продолжая ту самую тему разговора, это действительно занимает годы, это требует не только таланта, но и очень большого терпения, мастерства. И я искренне преклоняю голову перед этими людьми, потому что до этого я и понятия не имел даже о тонкостях данной технологии изготовления. Давайте будем ближе к искусству. Ну а теперь мы находимся в очень особенном месте, в музее ретро-автомобилей «Ретро-гараж». Здесь представлено 26 экземпляров, и трудно представить, что некоторые из них долгие годы пылились в гараже, а их хозяева хотели сдать их в утиль. А теперь они выглядят как новенькие, и рядом со мной стоит директор музея Бахтияр Ага, который расскажет историю этих автомобилей. Спасибо. Первая советская народная машина советских граждан. Сам Никита Сергеевич Хрущев испробовал эту машину. Она была сконструирована, изготовлена по итальянской технологии, в то время машины Fiat. Сделана очень компактно, экономично. В то время было очень модно, когда движок располагался сзади, а багажный отсек впереди. Взаимозаменяемые лобовое стекло и заднее. И первая реклама этому народному автомобилю был посвящен фильм знаменитый «3+2». Ну, старожилы помнят. Плов, в первую очередь, это рис, поэтому начнем с самого главного. Попробуем подобрать правильный рис. Нам посоветовали кызылординский рис, называется он байдала, и
однозначно фаворит в выборе, потому что, как вы видите, сортов много, но именно для плова лучше всего подходит именно это. Да. Самый хороший. Да, самый хороший рис вот именно байдала. Два килограмма риса нам достаточно одной упаковки. Вот мы примерно так и набираем, поэтому... Так, рис, нахат и приправа у нас в руках, ну а не менее важный ингредиент это, конечно же, морковь и лук. Білмеймін, қанша керек негізі біз 2 килограмм рис алып алдық, соған. Болды ма? 1 килограмм берсеңіз. Так, морковь. Саламатсыздар ма? Қазір біз морковь іздегенбіз, ищем морковь. 1 килограмм рис алғанбыз, қанша керек негізі? 2 кило. Болды. Коп іздегенбіз. Ой. Ал. Это такой обычай. Это немножко странно звучит, но действительно детям просят плюнуть в рот для того, чтобы ребенок стал таким же, как человек, который плюет. Но, конечно, никто не плюет всерьез, это больше традиция. Это очень приятно, что меня просят. Меня, если честно, в первый раз в жизни попросили плюнуть. 200 грамм берсеңіз бізге. Оказывается, немаловажную роль играет цвет изюма. Лично я, честно, никогда не придавал значения цвету, но вот именно этот цвет является самым, грубо говоря, правильным. Поэтому мы взяли 200 грамм на 2 килограмма. Мы выбрали филе. Кило 670. Хватит или еще добавить? Хватит? 300. Выбрали филе. Косточку порубить или не надо? Давайте. Да. Тут, в принципе, уже все знают и понимают четко, когда я говорю, что нужно для плова, все говорят, все, понятно, и уже выбирают нужный сорт. Насколько оно жирное, это уже на вкус и цвет. Кто-то любит с жиром, кто-то любит без. Я сказал на свой вкус, опять же, мы выбрали что-то среднее. Так. Пока все. На самом деле плов можно готовить из разного мяса. Я ел и плов с курицей и так далее, но решили пойти по классическому пути, потому что все-таки мы собираемся готовить классический плов. Все. Рахмет. Прежде чем начать, самый главный вопрос. Какой именно плов мы будем готовить? Потому что я знаю несколько разновидностей, вы, наверное, знаете еще больше. И хотелось бы узнать, какой именно плов мы будем готовить. Мы сегодня будем готовить плов праздничный. Добавляем растительное масло. Это курдючный жир, да? Да, курдючный жир. Сколько минут нужно для того, чтобы он подготовился? Ну, Или по если огонь ощущениям? большой, да, по ощущению, там, минут 5-10 максимум. Все дело в географии, друзья. Шымкент и Ташкент находятся очень рядом. И кухня практически одна. Полностью покрываем мясо. Полностью покрываем мясо, да. А есть ли какой-то ингредиент, который вы любите от себя добавлять? Ваш личный, так скажем. Да, я добавляю сахар на ват от себя. Чуть-чуть, чтобы плов чуть-чуть сладкий был. И туда же изюм. Какая степень огня должна быть в этот момент? Ну, высокая, пока она не закипит. Ага, понятно. То есть мы даже услышим, получается. И позже в то, что мы сварили до этого, то есть 1,5 часа мясо, овощи, нут, изюм, сверху посыпается рисом. Понятно. Все это дело размешивается. А нет, точнее покрывается, да, полностью? Сколько времени теперь нужно? Через 15 минут его переворачиваем, рис, размешиваем. Еще 15 минут потом после. Весь процесс длится 30 минут. Полчаса, и плов готов к Плов употреблению. готов, да. Отлично. Через полчаса наступит праздник, друзья. Праздничный плов будет на столе. Наконец-то наш плов готов, поэтому я предлагаю приступить, и параллельно я буду задавать вопросы о плове, о Шымкенте и обо всем, что мы видели сегодня. С удовольствием расскажу. Ну, если начать о Шымкенте, то, наверное, одной из самых больших новостей за последнее время это было, конечно же, присвоение республиканского статуса, да? То есть республиканского значения. На самом деле, я считаю, что Шымкент давным-давно стал таковым.
В первую очередь благодаря демографии, да, то есть очень много жителей. И, если честно, я же как артист очень часто путешествую по стране и практически везде вижу уроженцев Шымкента. Объясни мне, как так получается, что и в Шымкенте много людей, и по Казахстану много шымкентцев? Ну, действительно, мы стали недавно городом-миллионником. Вообще, наш город, это самый рожающий город по Казахстану. Больше 25 тысяч женщин у нас имеют статус алтын-алқа, то это 7 и более детей. Поэтому это больше даже не традиция, это как бы правило рожать много детей в семье. Действительно, по Казахстану мы много путешествуем, переезжаем в разные города, и все равно нас меньше не становится. По этой причине, потому что мы много рожаем. Город матерей-героинь, да? Да. Я за границей учился, и там нужно было удивлять чем-то своим. Поэтому все, кто с разных стран приезжали, пробовали мой плов. Ну, в принципе, там у меня хорошо получалось. Насколько сложно было тебе за границей найти правильные ингредиенты, и насколько он был похож на местный? Это было действительно сложно, потому что я в Литве учился, там таких вот нужных прям ингредиентов нету. Но самое главное, я думаю, это, как мясо. Говорят, с мясом проблемы за границей. То есть у нас оно как бы, это само собой разумеется, правильно? А вот там, какой-то не такой на вкус, это правда? Есть такое, да, действительно. Как здесь, конечно, плов там не получится, но можно постараться. Самое главное, это получается морковь, лук, мясо и рис. Такого риса, конечно, нету, но можно что-то подобное сделать. Похожее. Но все равно всем нравилось. Классно. В среднем у нас то и проходят на 300-400 человек. Арендовывается большой банкетный зал, где собираются все гости. Арендовывают там помпезные лимузины со стразами, там, золотые и так далее, да, С-классы, там, кортеджи по всему городу ездят, да. Бывают свадьбы и на 500-600 человек, да. Такой у нас той бизнес очень популярный. Раз уж мы говорим о свадьбах, то существует такое поверье или даже мнение о том, что здесь очень развита кража невест, традиция. Скажи, правда это или нет, и как на самом деле обстоят дела? Крадут здесь невест? Знаешь, на самом деле сейчас это больше такой традиционный момент. Пары заранее договариваются и как-то традицию разыгрывают, такую сцену символически. На самом деле сейчас прям по-настоящему это не делают. Да, это казалось бы. Да, это хорошо, на самом деле, что не крадут, потому что это опасно. Это опасно, это уголовно наказуемо. В сегодняшний день я начал с достопримечательностей, и мне сказали, что, в принципе, одного дня не хватит, чтобы везде побывать и все попробовать, и все увидеть. Но меня, пока мы ездили по городу, пока посещали те или иные точки, поразили цены. Расскажи, пожалуйста, про цены на еду и вообще. Наверное, Шымкент самый такой идеальный город по Казахстану для гастрономического туризма, потому что цены у нас действительно приемлемые. То есть шашлык можно заказать за 250 тенге, плов 400-500 тенге, да? Но самое главное, это все качественно и вкусно. Поэтому все, кто к нам приезжают, они удивляются и ценам, и тому, как я поразился, вкусная еда. Я как алматинец, например, таких цен уже давным-давно не видел. Наверное, лет, 15 назад, наверное, такие цены были. Но Шымкент держит планку в этом плане. Мне кажется, это очень выгодно для туризма. Да? То есть много гостей приезжают и могут себе позволить, в принципе, все. Попробовать и поесть, да, вкусно. Да. Цель выполнена. Мы узнали главный рецепт главного блюда. И теперь у меня есть что сказать Дмитрию. Предлагаю оставшееся время побывать в тех местах, в которых мы не были, и увидеть Шымкент уже вечером. Поехали? Али, сейчас есть такой мировой тренд украшивать город муралами. Мы тоже не отстаем от этой моды, и старые советские здания, они обретают новый облик благодаря этим муралам. Да, это очень круто. Данный кадр из кинофильма «Казжибек» с нашей Меруерт Утикешевой. Мне очень приятно видеть, что именно это решение было выбрано дизайнерами, так скажем. И это же уже наше культурное наследие, все-таки это классика нашего кинематографа. И мне очень приятно, что на таком красивом месте стоит наша Меруерт. Очень приятно. Классный мурал. Первый плюс сразу, да, то есть сейчас, в данный момент, у меня в Алмате, например, уже так
с кофе в пальто не погуляешь. А у вас это просто благодать. И я, кстати, к слову о твоем заграничном образовании, да, согласись? Похоже. Щетель. Мы развиваемся, все становится лучше. Город был маленький, вообще не планировалось сделать из него какой-то большой город. Больше был даже Туркестан. Но так как здесь открывали разные производства, разные заводы, население становилось все больше и больше, потом построили аэропорт, и город стал большим. Теперь, ну, как тебе известно, мы мегаполис. Да, город республиканского значения, 3-й город страны. И тоже интересный факт, это уже с моей сферы, так скажем, да, в Шымкенте. Здесь практически свой шоу-бизнес. Да, здесь свои артисты, которые регионально, локально работают именно на эту область, так скажем, имеют абсолютно свою фан-базу, здесь даже свое авторское сообщество отдельное. То есть они абсолютно независимы, автономны, и это очень прикольно, потому что действительно, значит, он практически сам свои потребности может покрывать, даже в шоу-бизнесе, понимаешь, да? Да, в плане свадеб мы очень уникальны, как я тебе сегодня говорил. Ну да. Помпезные свадьбы. 500 человек, 600 человек, это, конечно, сильно. Я даже не знаю, где у нас в городе есть ресторан, например, да, чтобы он смог вместить столько. А еще и вот эти случаи с заездом автомобилей прямо в банкетный зал. Видел видео с лошадьми, которые входят тоже в зал. Ну, что поделать. Каждому свое. Такие свадьбы мы любим. Да. Ну вот, наше путешествие подошло к концу. Я сегодня получил огромнейшее гастрономическое и эстетическое удовольствие. Шымкент снова доказал, что он самый теплый, самый солнечный, гостеприимный и вкусный город. Дмитрий, а для вас я приготовил изумительный рецепт. Ждите.